Всем здрасте, я Настя, и сегодняшнее видео будет посвящено невероятно настойчивым и упорным армянским мужчинам, которые видят цель и не видят препятствий. Я живу в Армении уже почти 2 года, и, видимо, по своей тупости, глупости, не знаю почему еще, я поставила реальный актуальный город своего проживания во ВКонтактике. И, вероятно, именно благодаря этому фильтру все эти незадачливые пикаперы меня как-то умудряются находить. Что, в принципе, наверное, не очень сложно в теории тыкнуть полуженский город проживания такой-то найти. Естественно, я абсолютно уверена, что в Армении присутствует достаточно большое количество абсолютно прекрасных армянских мужчин. Однако, есть одно большое но, гигантское но, просто вот такой вот большой слон в комнате. Эти прекрасные армянские мужчины совершенно точно не являются теми же самыми персонажами, которые написывают рандомным русским девушкам в социальных сетях с непристойными предложениями. Ресница в глаз попала! Забавная культурная, видимо, особенность. Я довольно много армянских мужчин и парней уже повстречала на своем пути, и ни один из них не поверил мне с первого раза, что у меня вообще-то уже есть молодой человек или муж, когда у меня был муж. Они просто упорно не хотят в это верить и пытаются тебя добиваться до последнего. Возможно, это как-то связано с культурой местного народа. Возможно, армянские девушки, когда они говорят «нет», они имеют в виду «побегай за мной, собак сутулый, а там посмотрим». Я уж не знаю, но когда русская девушка говорит «нет», обычно это означает «нет». Забавный факт. Практически все из этих молодых людей, которые мне написывали, делали это с фейковых страниц с совершенно точно фейковыми именами, с отсутствующей фотографией, либо с какой-то стоковой фотографией из интернета. И, вероятно, они прячутся от жены, от девушки и ищут подругу на одну ночь. Ну, не на ту напали, ребята. Была, впрочем, парочка людей, у которых имя подозрительно похоже на настоящее. И имена таких людей я замажу, просто на всякий случай. Я поделила все переписки, которые я буду показывать в рамках данного видео, на 2 категории, а именно на безобидные и на пошляцкие. Начну с безобидного. Некоторые парни пишут мне довольно милые вещи. Например, вот, данный экземпляр решил написать мне стих, или скопипастить его из интернета, что наиболее вероятно. По крайней мере, он отвалился от меня, как только я сказала ему, что не заинтересована в общении, за что ему большое спасибо, после чего он почему-то сам меня заблокировал. Видимо, чтобы я не бегала за ним. Был еще вот такой вот забавный персонаж. Говорит, что ты не ходишь гулять с незнакомцами, а он говорит: «Так меня зовут Тёма, вот и познакомились». Такие трюки тоже ребята любят проворачивать. Первый раз меня это несколько озадачило. Почему твоя страница называется Максим, если тебя зовут Нарек? Находятся и вот такие вот ребята, которые, судя по всему, насмотрелись курсов для юных пикаперов и пытаются поднять девушке самооценку до небес, попутно обрушая свою собственную самооценку на днище, получая примерно 1 миллиард отказов от всех, полагаю, девушек, которым они пишут подобные сообщения. Как понимать данное заявление, я, честно говоря, тоже не очень понимаю. Возможно, это что-то из разряда «а вашей маме зять не нужен?». Некоторые ребята, подкатывая к девушкам, почему-то пытаются выехать на оскорбление других людей, что как минимум вызывает у меня недоумение. Типа, они плохие, а я вот не такой, я такой замечательный, прекрасный мужчина, давай, иди туси со мной. Как это понимать вообще? Эй, почему такой игнор? Я не хочу с вами общаться. А есть причина? Ну, я просто не хочу с вами общаться. Я не согласен с твоим «не хочу». И самый, пожалуй, подлый подкат из категории безобидных — это вот этот конкретный. Те, кто подписан на мой запретнограмм, наверняка уже знают эту грустную историю, что недавно моя кошечка, к сожалению, отправилась на радугу. Она была больной с самого своего рождения. В какой-то момент ее здоровье все-таки не выдержало. Отчасти из-за этого я вступила в достаточно большое количество групп про питомцев в Телеграме, ВКонтакте, везде. И, видимо, некоторые товарищи нашли меня именно там и решили ко мне подкатить тоже именно там. В данном диалоге я успела заскринить, к сожалению, только самое начало, потому что как только я поняла, что это подкат, и как только я сказала этому человеку «пожалуйста, перестань мне писать», он удалил весь диалог подчистую, у меня больше ничего не осталось. Знаете, я ведь поначалу даже поверила, что он просто искренне находится в глубочайшем горе, потому что я сама не так давно пережила подобное ощущение. Я поверила, что он находится в глубоком потрясении, что он потерял своего любимца, и именно поэтому он написывает всякие несвязанные вещи всем подряд людям. Но в какой-то момент в его речах начали спавниться рандомные предложения пойти погулять, пойти встретиться, какие-то голосовухи, еще что-то. Короче, как обычно. И все встало на свои места.
Не надо так, ребята. Это подло, это низко, и это ни в коем разе не прибавляет вам баллов обаяния. Следующая категория переписок – извращенцы. Эх, некоторых ребят я упорно игнорю. Долго, старательно не отвечаю на их сообщения, но они пытаются и пытаются снова и снова. Давим приветами, пока не заедем в край. Хвалим грудь в рандомный момент времени. Великолепный план, Уолтер. Надежный, как швейцарские часы. Такие кадры даже, в общем-то, комментировать не весело. Я искренне не понимаю, что находится в головах у людей, которые начинают диалог вот с этого. Аналогично могу сказать и про данное сообщение, только тут имеется в виду несколько другая часть тела. Ну и золото этой категории. Как все хорошо начиналось. Такой вежливый молодой человек, а потом всплывает вот это. Сдержать хохот я не смогла ни тогда, когда я прочитала это в первый раз, ни даже сейчас. А вот далее, чтобы разнообразить этот видос, будет неожиданный поворот. Я позвала 4 своих друзей на озвучку самых неожиданных и самых веселых кейсов подкатунов, которых я пока что встретила на своем пути. Если вы на моем канале давно, то одного из этих друзей вы очень хорошо знаете. Здравствуйте. Перед тем, как продолжить, небольшая ремарка. Парни имитировали карикатурный акцент не для того, чтобы кого-либо обидеть, а для того, чтобы максимально достоверно изобразить то, как конкретно данные личности звучали в переписке со мной. Да, эти голосовухи я послушала, и да, они звучат примерно так же, как это сделали мои друзья. Спасибо. Итак, кейс 1. Человек по имени Госпожа. Это определенно настоящая страница. Он, конечно же, ни в коем разе не прячется от своей жены или девушки. Нет. Интересно, у такой красотки, как вы, есть мечта? Романтичное начало. Он, конечно, еще не знает о том, что она обломается, но как же он старается. Мечтаю, чтобы рандомные мужики перестали мне написывать с фейковых страниц. Может, я и рандомный, но не фейк? Я его души пишу, так как хочу отношения с русской. Я тоже почти русский. Многие, все, кто тебе пишет, просто животные. А я тебе хочу просто написать, пообщаться. Можно выпить. Ну а насчет мечта? Следующий через человек начинает умирать, когда перестает мечтать. Вот у каждой должен быть мечтайте. Поэтому я просто хотела определиться, вот какая ты по внешности. Я замечаю, что у тебя явно какая-то профессия есть. Я дизайнер, у меня есть друзья и любимый человек, в связи с чем я в общении не заинтересована. Если у вас любимый человек есть, то я поздравляю вас. А если вы все это говорите, потому что это не хотите общаться со мной, зря. Вот, кстати, иллюстрация того, о чем я говорила ранее. Они тупо не верят, что у тебя кто-то есть. Вся проблема в том, что я ни черта на это. Я серьезно говорю, по нации грек. Вот и мне. Просто такое желание. Я же говорю, просто с русскими общаться. И поскольку в Армении это плохая идея, можно так сказать, сторона может быть в хорошем они жили. Они все good, ну как и все чеки. Какая разница? Да что ты, черт побери, такое несешь? Тортик, твою мать! Хочу еще признаться, что вот у меня просто такое одиночество, что я даже в интернете от общения еще и эту. Признаю, не стану отрицать, вот и все, правда. Бедный, одинокий, молодой человек по имени Госпожа. Ему же совсем не с кем общаться. И, казалось бы, на этом сей прекрасный диалог должен был бы завершиться, но прошел месяц. Месяц, блин! И тут он внезапно снова появляется из ниоткуда и снова начинает мне писать, и снова начинает удивляться, что «Вау, я такая закрытая! Я так не хочу ни с кем общаться!» В связи с чем у меня появился закономерный вопрос, а откуда он вообще взял эту информацию, что я ни с кем не хочу общаться? Как будто бы он мне писал не с одного аккаунта, или что? Интересно, тут факт, что вы не желаете ни с кем общаться. Это же неразумно, где логик? Может, и нужно платно общаться? И на это готов. Ты мне с нескольких аккаунтов написывал, что ли? Нет, только это. Что за вопрос? Откуда тогда вдруг сведения, что я ни с кем не желаю общаться? Ну, вопрос в том, я про натуру честный и справедливый парень.
И если вы не хотите со мной общаться, то вряд ли вы общались бы с клаузниками. Кстати, в этом стране их много. Что такое клаузняк, я, честно говоря, не понимаю, но я подозреваю, что это сильно модифицированное слово «клоуны». Я русских люблю. Я сам такой же турист, как и вы. Но кавказцы это еще не развитые люди. Вы русские верите им, и они этим пользуются. И почему правда говорящий человек всем враг? Тут я уже ему прямо говорю: чувак, это будет на ютубе. Ну сделай, какой из меня пикапер? Я человек-одиночка. Принять всех из-за одного — это глупость. Ты же сама не учеренная, что я пикап. Я ничего лишнего не писал. Просто не поверил, что у вас есть парень. Но многие так говорят, я как реальность, меня никто не верит. У меня парень есть, дебила ты кусок. Спасибо за оскорбление. И это тоже в YouTube добавьте. Всегда пожалуйста. Кейс 2. Начался он с лайкомета невиданных ранее масштабов. Ладно, виданных. Просто эти уведомления меня заебали пикать. Лавыкнес, милашка. Очень красивые фотки. Доброго дня и огромного позитива желаю. Анастасия, как-то странно. Я столько позитива отправил, и без ответа ты его оставила. Тактика игнора снова не сработала. За позитив спасибо, в общении я не заинтересована. Анастасия, в виртуальном я тоже не заинтересован. Неинтересно. Реальное общение при встрече будет ясно. Там есть или общий, или нету, поближе пообщаться, познакомиться. Я не заинтересована ни в каком общении с вами. Ясно. Чужие фото. Что ж, он не верит, что эти фотографии мои настоящие, я показала настоящую. Манекен, конечно, хреновый. У нас ты тут выглядишь так 5 размер груди. Фотки зачем ты туда такие поставила? Давай, шутки в сторону. Отправь мне голосовой. Если ты не фейковая страница. Страстная такая, сексуальная фотка. Конечно, откуда я знаю, ты мужик или тёлка? Тут провалу не только меня, актера тоже. Блять. Ты чё, ёбнутый совсем? Тебе одного отказа мало. Послушай, сама ты ёбнутая в рот тебя, ебать. Как ты разговариваешь? Что ты пишешь? Ебанутая, сама ты вообще тупица. Даже общаться не можешь нормально без оскорблений. Кейс 3. Все началось как типичный подкат типичного извращенца. Все это мы уже видели много-много-много раз. Привет, я не всем предлагаю бесплатно, но вы мне по вкусу. Делаю массаж. Гарантирую, почувствуете кайф. Что скажете? Предлагает массаж. Ладно, мальчики, налетайте пока горячо. Вообще-то я тебе предлагал, не знал, что ты захочешь меня в общак кинуть. Я же не знаю, какие твои подруги. Если будут по вкусу, сделаю. Посмотрим. Но я вижу тебя, и поэтому предложил тебе, с удовольствием дам тебе такое наслаждение. У них члены. У меня, кстати, тоже. Так ты транс. А что, не видно, что ли? А. Мне, кстати, как-то рассказали, что я похожа на транса. Кстати, раньше тут были сообщения про то, что данный господин по имени Дон Жуан не против и с трансами попробовать. Он, видимо, их удалил, чтобы не палиться. Господи, какой же ты тупой, я тебя первым же сообщением нахер послала и начала троллить. Серьезно? В общем, мне быстро надоело, что вполне очевидно по моим ответам. Мне не показалось. Вот это мое сообщение про «обязательно передам Егору, что его шутка была принята слишком близко к сердцу». Она как раз относилась к шутке про члены. Возможно, я даже откопаю здесь более старый скриншот этой переписки, где эти сообщения еще есть. Кстати, Геворг озвучивал один из прошлых кейсов. Уже второй раз говорю, я тебе предлагал, а не другому. Нахуй мне не интересно. А в пизду с удовольствием пойду, так что подумай, если захочешь, напиши. Если ты кому-то что-то напишешь, а она или он без твоего согласия передаст другим, как бы ты назвала этого человека? Минимум ненадежный. Так что в жизни больше не делай так, а то сама знаешь, каким словам будешь достойна. Я тебе больше скажу, это появится на ютубе. Ну тогда не минимум, а максимум будешь достойна этим словам. Какой ужас! Я так расстроена, что сотый по счету пошляк-пикапер меня обзывает за отказ и троллинг.
Ну, если хочешь рекламу сделать для меня, так и скажи, Настя, я не пошляк-пикапер. Просто понравился и предложил. За деньги буду делать, за реальную клиентку 10% тебе дам. 100 тысяч драм за час. В общем, господа, я неблагонадежная. Зато я его за бесплатно прорекламировала. Цени это, друг. Кейс 4. Настя, мой цветочек аленький, здравствуй, вот это вот. Кто же это? Не понимаю. Настя, привет. Как данный товарищ нашел меня в Телеграме, я, честно говоря, не знаю, не понимаю, но это, тем не менее, один из моих самых любимых подкатов среди всех, которые я пока что успела увидеть. Привет, мы знакомы? Не пока что, но был бы рад очень, если мы познакомились. С какой целью? Можем стать друзьями. Я не уверена, что хотела бы дружить с незнакомцем. Пока что не знакомцы, но можем стать знакомыми. Ты в Ереване живешь? Еще раз говорю, назови мне конкретную цель и свое имя хотя бы. Мое имя Роберт, мне 29 лет. Мне было бы приятно познакомиться с тобой. Может, где-нибудь сходим вместе? Очень приятно, Роберт, но я никуда с тобой не пойду. А почему? Я не сказал прямо сейчас. Поговорим поближе, узнаем друг друга. Потом видно будет. По моему мнению, я ничего плохого не говорю и не предлагаю тебя. У меня есть любимый человек, и я не собираюсь гулять с незнакомыми мужчинами. У меня тоже есть. Но мы сможем встретиться и иметь хорошее время вместе. Может быть, только одну раз. Ты не забудешь эту встречу, я обещаю тебя. А почему? Ты со своим парнем делаешь все, что тебе нравится. Ну и золотой фонд цитат. Ты когда-нибудь был с грузином? Нет, не была. Да и как-то не хочется, если честно. Жаль, найти его девушку не представляется возможным. Я думаю, ей было бы очень интересно посмотреть на эту переписку и узнать, чем же ее благоверно занимается в интернете, пока она не видит. Ну ладно, как хочешь. Что ж, вот такие подкаты я насобирала за последние месяцы жизни в Армении, и я надеюсь, вам было весело посмотреть это видео и поугарать над этими странными людьми вместе со мной и моими друзьями. Чао!